Привет, я Таня, и это видео с подборкой из 5 бюджетных ароматов, которые звучат дорого. Ajmal Shadow. Это мускусно-цветочный аромат, достаточно сладкий. На мне он раскрывается мускусом, очень похожим на Paco Rabanne Black Million, и еще это похоже на Narciso Rodriguez For Her. Аромат очень соответствует своему флакону, его именно золотым и представляешь. Изначально в нем очень сильно чувствуется лаванда, но она приглушается розой, которая, знаете, пахнет помадой. Вот есть ароматы, у которых есть какая-то помадность, вот в нем она есть. Потом аромат постепенно усаживается и становится более древесным. В нем также присутствует какая-то фруктовость. Мне это напоминает, наверное, персик. Аромат достаточно сладкий и насыщенный, но при этом он сидит достаточно близко к коже и поэтому, скорее всего, не будет раздражать окружающих. Для меня это скорее зимний аромат, но если его использовать в меру, то он подойдет и для теплой погоды. Ajmal Magnifica. Это очень сладкий ванильный аромат. В нем изначально я очень сильно чувствую личи. Грейпфрутовая корочка здесь присутствует. И также это пахнет сливой, особенно самим деревом. Вот выступает на нем смола вот эта на веточках, где есть трещинки. И вот они пахнут очень похоже на это. В раскрытии у него очень большое количество цветов. И за счет этого он ощущается таким теплым, весенним и радостным. Мне кажется, это аромат хорошего настроения. Потом он начинает пахнуть деревом и немного кислит, наверное, из-за того, что здесь есть цитрусы. При этом на протяжении всего ношения он остается сладким, но не приторный и не удушливый. Мне кажется, он отлично подойдет для весны, для вечерних прогулок, будет вас согревать и радовать в течение всего дня. Аромат достаточно стойкий. Ajmal Silver Shade. Это взрывной цитрусовый аромат, который стартует корками лимона, лайма и бергамота. Все эти цитрусы запудриваются и становятся немного пыльными за счет мускуса. Но при этом это не затхлая пыльность, а свежая, как вот после дождя. Где-то вдалеке чувствуется лист черной смородины, и он придает аромату какую-то пикантность. Потом, спустя какое-то время, аромат становится более древесным, но при этом он все равно достаточно сочный, яркий и сладкий. В нем присутствуют бобы тонко. Они, скорее всего, и делают его таким. Но в нем я заметила удивительную особенность. Я его покупала как женский аромат и, соответственно, собиралась использовать для себя. Но удивительность в том, что он сначала раскрывается очень женственно и нежно, а потом он все больше трансформируется в мужской. И спустя пару часов, по крайней мере на моей холодной коже, он уже пахнет мужественно. И не так, что это нотки характера, нет, он становится прям мужским. Аромат невероятно красивый, цитрусово-древесно-мускусный, но при этом его обязательно тестировать, потому что он может вот стать таким непредсказуемым. Чем-то напоминает Ксержев Манифесто, так что если вы знаете тот аромат, то знайте, что этот на него достаточно сильно похож. Ajmal Aurum. Это взрывной сочно-фруктовый аромат с фруктами, которые засунули в букет цветов, ну или бросили в поле с цветами. И пахнет это не цельными фруктами, а такие, которые выжимали, и их соки во все стороны разлетались. Также он пахнет сладкими ягодами. Потом весь этот сладкий компот, если это можно так назвать, начинает потихонечку развеиваться, и уже мы находимся не в поле с цветами, а мы находимся где-то в лесу. Но опять же, что удивительно, это не просто древесиной пахнет, а пахнет древесиной и специями. Аромат очень густой, тягучий и обволакивающий. Мне кажется, он более зимний за счет своей тягучести и сладости, но также, я думаю, он будет прекрасно звучать и осенью. Аромат невероятно красив. Кстати, в конце от него остается на коже мускус, ваниль и, скорее всего, амбра. И этот мускус также похож на Paco Rabanne One Million. Мне очень нравится такой мускус, но, естественно, для тех, кто не любит мускус, этот аромат вообще не подойдет, потому что он вас задушит. Rime Acra Eau de Parfum. Это цветочный весенний взрыв. Для меня это аромат взрыв белых цветов. Очень весенний, нежный и женственный. В нем также есть какие-то медицинские ноты, похожие на йод. При этом аромат достаточно сильно сладкий и специевый. Аромат постоянно играет, по крайней мере на моей коже. И мы чувствуем здесь то цитрусы, то яркие цветы, то деревяшки, то специи. Прям реально взрыв. А уже когда аромат успокаивается и усаживается на коже, он больше всего пахнет
розой и какими-то кустами. Я не знаю почему, не деревьями, а именно вот мне видятся кустарники. Возможно, на этих кустарниках растут маленькие какие-то розовые цветочки. Опять же, за счет этой цветочности, мне кажется, аромат больше весенний. Для лета он тяжеловатый, сладкий, а для зимы, ну не знаю, каждому свое. Если вам нравятся такие ароматы для зимы, то почему бы и нет. Аромат достаточно сильно шлейфит, поэтому его, наверное, не стоит носить в офис или в какие-то душные помещения. Он больше подходит для улицы, ему нужен воздух. Очень красивый, интересный и, на мой взгляд, манкий аромат. Мне кажется, он многим понравится. Надеюсь, эта подборка была вам интересна и полезна. Если это так, не пожалейте для меня лайка, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои приятные комментарии. Всем желаю прекрасного настроения, крепкого здоровья. Пока!